Главная новость вчерашнего дня – ордер на арест Владимира Путина от Международного уголовного суда. Владимир Путин впервые официально признан подозреваемым в военных преступлениях на территории Украины. Очень характерно, что первое подозрение Путину предъявлено именно по факту массового похищения и принудительной депортации украинских детей. Чего мы только не видели за этот год. Какое количество совершенно невыносимого ужаса не наблюдали в прямом эфире. Гибель людей стала рутиной. Гибель детей стала рутиной. Смерть стала просто информацией в заголовках. Нас уже вроде ничем не удивишь. Но порой происходит нечто, после чего мы, видевшие, кажется, все уровни человеческой деградации в исполнении российской армии и российского руководства, говорим: вы, черти, совершенно охреневшие. С вами бесполезно разговаривать, вас только могила исправят. Депортация украинских детей – именно такой случай. Тут совершенно непонятно, что воспринимается психически здоровым человеком ужаснее. То ли то, что эти ублюдки делают, то ли то, как они об этом рассказывают. То ли то, что они похищают детей, которых сами сделали сиротами, распихивают по детским домам и устраивают перевоспитание, которое понятно, какие формы примет в российских-то детдомах. То ли то, что взаимодействие с детьми описывается как возня с человеческими детенышами. Как приобретение модного аксессуара. Дескать, вот, завела себе одного, 15 лет, упитанный, чуть смугловатый, отлично подходит к сумочке. Что хуже? То, что эти люди вконец совершенно охуели и растлили себя до крайней степени, или то, что они этого даже не понимают? Алло, уроды! Вы говорите о людях, вы говорите о детях, которых вы лишили родителей и дома, которых похитили. Они вам не предмет интерьера. Такие эмоции вызвала встреча Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Когда в привычной уже нам психопатической манере вопрос детских судеб обсуждался так, словно речь идет о мебели. Когда Белова хвасталась новинкой в своей коллекции усыновленным украинским подросткам. Вы сами ребенка усыновили из Мариуполя, да? Да. Владимир Владимирович, благодаря вам. Маленький? Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем же справимся, правильно? Конечно. Очень хорошо, что Международный уголовный суд начал именно с этого преступления. Не с того ужаса, который творится на линии фронта, фиксируется и подробно освещается, а с тихой ползучей жути, которая творится на оккупированных территориях и за дверьми российских детских домов и приютов. И, как правило, это не выносится в паблик. Для Марии Львовой-Беловой, которой 38 лет всего, как мне, это намек. Все видят. Никто не живет в ее противоестественном мире. Никто не считает похищение детей нормой и благом. Раньше или позже, в России или за ее пределами, она свое место за решеткой неизбежно обретет. Но понятно, что нам в большей степени интересна не она. Нам в большей степени интересно, что значит выдача ордера на арест для главного фигуранта дела – Владимира Путина. Владимир Путин вчера стал первым руководителем России за всю ее историю, которого официально преследует международное правосудие. Владимир Путин стал 7-м главой государства в статусе подозреваемого за 21 год функционирования Международного уголовного суда. Ордер на арест действующего главы государства по подозрению в совершении военных преступлений – это не раздел фамильного гаража. Это не та процедура, в которой существует большая и наработанная судебная практика. Вчера Владимир Путин оказался в одной компании с Муаммаром Каддафи, 27 июня 2011 года, на которого был выписан ордер, а 20 октября Каддафи безо всякого суда растерзал любящий ливийский народ. В одной компании с президентом Судана Омаром Аль-Баширом, который ожидает выдачи в Гаагу в суданской тюрьме, с президентом Либерии Чарльзом Тейлором, ныне отбывающим 50-летний срок в Великобритании, как раз по приговору Международного уголовного суда. В одной компании также с президентом Кот-д'Ивуара, который был оправдан, и президентом Кении, обвинения с которого были сняты. Ввиду единичности и уникальности каждого случая тут не вывести никакой закономерности, но сама тусовка говорит о многом. 1 января 2000 года Путин сел в кресло как член Большой Восьмерки. Спустя 23 года он член Большой Семерки, главных отморозков и изгоев человечества 21 века. Что говорят по данному поводу юристы, начиная, конечно, с Павла Чикова?
123 страны ратифицировали Римский статут и признали юрисдикцию Международного уголовного суда. Это значит, что в те из них, где есть независимая судебная система, дорога Владимиру Путину теперь заказана. Потому что принимающая страна не сможет гарантировать, что обычный районный суд, куда входит зона аэропорта, не выпишет ордер на арест во исполнение решения Международного уголовного суда, а полиция его не выполнит. Вот над этими зелеными странами Путину лучше теперь даже не летать, а в желтые лучше не ездить, там без гарантий. Понятно, что в желтых и Россия, где пока Путину безопасно, а в Таджикистане, формально признающем юрисдикцию уголовного суда, Путину опасаться нечего, никто его там не арестует. Но, в принципе, при любом международном взаимодействии, при планировании поездок куда угодно, теперь придется учитывать новый статус президента России. Каждая из этих 123 стран вообще-то должна арестовать и выдать подозреваемого в совершении международного преступления. Это совсем иное качество международных отношений. Первое лицо Российской Федерации теперь с ордером на арест. Это вам не комар чихнул. Да, прям завтра Путина не схватят и в Гаагу не отвезут. Но вчера президент России, с точки зрения правовой нормы большинства стран мира, официально стал уголовником в розыске, которому нужно надеть наручники, едва только он окажется на их территории. Это такая смена статуса, особенно с точки зрения любых переговорных перспектив, что невозможно сегодня оценить ее последствия во всей полноте. То обвинение, которое вчера выдвинуто Путину, вообще никак не связано и не может быть связано с положением дел на фронте. Даже если война закончится завтра, даже если завтра российские войска будут выведены из Крыма, из Донбасса, даже если будет подписан мирный договор и начнется выплата компенсаций, и даже если это все сделает Владимир Путин своей собственной рукой, эти обвинения никуда не денутся. Потому что деяния никуда не денутся. Потому что это не политический процесс, это уголовное следствие и суд. Деяние, в котором подозревают Путина, уже совершено и квалифицировано как военное преступление. Дети уже похищены. Они уже насильственно депортированы. Как это изменится с окончанием войны? Никак. Это констатация факта. Вспять уже ничего не обратить. Не будет такого, что война как-то заканчивается и все как-то забывается. Что санкции либо снимают, либо они де-факто перестают действовать. Что мир переключается на другие проблемы, и лет через 5 Путин вновь тусуется на саммитах с мировыми лидерами. Как ни в чем не бывало. Нет, теперь он в международном розыске, как физическое лицо. Против него выдвинуто персональное подозрение в совершении преступления. Это дело не политическое, а уголовное. Оно никуда не денется и никак не изменится со сменой правительств в западных странах. С тем, будет или не будет Путин президентом России, оно не зависит от мнения западных лидеров. Он теперь подозреваемый до тех пор, пока суд не вынесет свой вердикт. До тех пор, пока Путин жив, есть риск, что его возьмут под белые ручки и выдадут международному правосудию. И неважно, какое место в российской иерархии он будет занимать. Такое положение вещей полностью исключает для российской элиты вариант как-то передоговориться со всем миром и жить по-старому. Важно, что похищение детей не единственное военное преступление путинской армии и политической системы. В данном конкретном кейсе вторым подозреваемым идет Львова-Белова, старший помощник младшего дворника вообще-то, человек с выдуманной должностью детского омбудсмена. Но суд продолжает работать, рассматривает новые материалы и составы преступления. В следующем деле подозреваемыми могут стать видные пропагандисты, большие чиновники, олигархи. За подстрекательство к преступлениям. Кто там предлагал топить украинских детей и стирать украинские города с лица земли? За финансирование и организацию незаконных вооруженных формирований. Кто там деньги собирает на дроны? За соучастие в военных преступлениях. Задержать главу ядерной державы – это скорее сейчас фантастика. Но есть Симоньян, Соловьев, Дерипаска. А бежавший, кстати, в Норвегию наемник Вагнера именно его фамилию называл в качестве спонсора группировки. Вот им скрутить ласты прямо в аэропорту, упаковать в клетку и отправить в Гаагу – это ж милое дело. Помните, мы говорили, если российские элиты не сделают выбор строить будущее на своих условиях, то оно все равно, это будущее к ним придет, но на таких условиях, которые им не понравятся. Вот оно и начало приходить прямо сейчас. Помните, дорогие друзья, как проходил суд по малазийскому Боингу? Международная следственная группа поименно установила никому неизвестных операторов пусковой установки.
Следователи добыли запись телефонного разговора с голосом прям Путина. Мы знаем все с точностью до минуты. Мы знаем каждого, кто причастен к гибели MH17. Чем дольше идет эта война, чем больше военных преступлений на ней происходит, тем выше для вас лично, господа министры и миллиардеры, ну и, конечно, пропагандисты и всякая мелкая шушера, тем выше для вас риск, что в руках следствия окажется, например, та самая проводка со счета вашей компании, к которой привяжут организацию пыточных тюрем. Шансы на такой исход растут драматически. И если вы продолжите сидеть и ждать, что Путин придумает чудо до того, как уже ваша фамилия будет вписана в ордер Международного суда, то арестом виллы вы не отделаетесь. Будете потом судье рассказывать, как вас принудили, как вы на самом деле ненавидите путинский режим и его войну, как осуждаете его преступления и как ничего про эту проводку не знали. А потом будете пусть и в нидерландской, но в одиночной камере, и рассказывать будет некому. Причем персонально с вами, в отличие от Путина, акт передачи в руки правосудия может случиться в сколь угодно дружественной стране. Просто отправят сначала самолет в Гаагу, а потом уже будут разбираться, кто и кому тут сват, брат и хороший знакомый. Вчера создан прецедент, когда действия Путина описываются языком не политики, но уголовного правосудия. Это впервые такое. Разговоров, лозунгов и заявлений на эту тему было много. А вот чтобы независимый от правительств орган уголовного правосудия реально вписал Путина в ордер на арест, это такое впервые. И его элиты должны быть готовы последовать за ним, если решат ничего не менять. Уже начались разговоры пропагандистов на эту тему. Поэтому давайте кратко разберем, насколько произошедшее законно с точки зрения Международного уголовного суда. Есть ли у него право и юрисдикция принимать к рассмотрению российские военные преступления и выписывать ордер на Путина? Короткий ответ – да, есть. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут, что не позволяет Международному уголовному суду преследовать Путина по целому ряду оснований, начиная с самого факта развязывания агрессивной войны. А вот, кстати, российский суд запросто может его судить по статье 353 Уголовного кодекса. Но Украина признает юрисдикцию Международного уголовного суда относительно военных преступлений на своей территории, совершенных после 20 февраля 2014 года. Международный уголовный суд имеет право рассматривать не сам факт войны, но конкретные военные преступления в Украине без относительно отношений российского государства с Римским статутом. Это право Международный уголовный суд получил от Украины, а Россию тут забыли спросить. Поэтому все заявления российских официальных лиц относительно того, что суд превысил свои полномочия, не имеет права, творит произвол и что вообще себе позволяет, могут смело пройти парадом прям нахер. Потому что война идет на территории Украины, и это Украине решать, кто и какую имеет на ее территории юрисдикцию, а развязавших войну не спрашивают в такой ситуации. Но сама по себе реакция российского государства, которая по скорости и массовости превысила все, что мы до этого видели, включая какой-нибудь взрыв Крымского моста, о многом на самом деле говорит. Может, все эти милые люди от Пескова до Медведева не до конца отдают себе отчет в правовых последствиях, но как-то чуют, что это новый этап отношения мира к ним ко всем. Что это совсем не шутки, и так просто не забудется, бомбит их знатно. Что мы можем сказать со своей стороны? 23 года Владимиру Путину все сходило с рук. Он мнит себя русским императором, то ли Александром III, то ли Петром I, то ли Екатериной Великой. Но если бы он правил в те простые и кровавые времена, когда во главе ведущих мировых держав сидела военная аристократия, то закончилось бы все сильно раньше, самое позднее в 2014. Либо оккупационными войсками в столице, либо табакеркой от любящего сына. Но не вели тогда так дела. Не шли на войну с голой жопой, без единого союзника, сформировав против себя международную коалицию. А если ходили отдельные идиоты, то огребали так, что потом приходилось кончать с собой, как Николаю Первому. В мирные времена, когда тебя окружают демократические лидеры, никто не готов воевать. И можно гулять по буфету, отхватить по куску от Грузии, от Украины, развязать войну на Донбассе, разлить боевое отравляющее вещество в Британии. На все ответом будет глубочайшая озабоченность. Но всему на свете есть конец.
В один момент ты просто становишься угрозой человечеству, и человечество постепенно начинает разговаривать с тобой не как со сложным партнером, а как с угрозой, подлежащей ликвидации. Мы много раз говорили, что ненависть к Западу у наших глубоко советских элит самым изумительным образом сочетается с поклонением ему же. До какой степени они убеждены, что пропуск в высшее общество не выдают нигде восточной Варшавы? Сколько не звезди про разворот на восток, мы пока не видели ни единого случая, чтобы кто-то из российской элиты скупал китайскую недвижимость или устраивал детей в индийские школы. Лучшая защита прав собственности, лучшее образование, здравоохранение, качество жизни – все это там, в недружественных странах. Зарабатывать можно хоть на шахтах в Центральной Африке, но хранить заработанное и жить, строить будущее для своих детей нужно в странах развитой демократии, там, где будущее это гарантировано и безопасно. И что бы там они ни говорили, но все лелеют надежду вернуться, что капитан Путин пусть и втянул их корабль в шторм, но сколько раз уже из него выходил сухим? Он же все для них уладит, все порешает, со всеми договорится, кого надо подкупит, кого надо обманет, кого надо пересидит, но что-то придумает. Но сейчас, с точки зрения большой западной структуры и очень многих стран в мире, Путин теперь де-факто уголовник. Что и с кем он будет решать, когда над доброй половиной мира его самолету лучше даже не летать? Это настоящий акт десакрализации. Западный мир больше не считает его равным себе. Это мы с вами понимаем, что суд – независимая ветвь власти, а Международный уголовный суд – это структура, которая по определению никому не подчиняется. Но они-то в это ни на секунду не верят. Они же мир по себе судят. Вашингтонский обком Путина списал. Позвонил и напечатал решение. Кто с ним будет после этого договариваться? Как он может защитить своих прихлебателей, когда он сейчас не может себя-то защитить? Когда даже Рахмон, господи прости, может на него наручники надеть и будет прав? Когда международное право говорит, нет у него больше никакой неприкосновенности, он обычный подозреваемый. Царь кровавой злодеи – это окей. Беззащитный царь, низведенный до уровня простого смертного, кто он такой? И кто мы такие, если на него рассчитываем? Для такого лидера, как Путин, десакрализация – это самое страшное. Он же не на законе держится, не на выборах, не на монаршей традиции. Держится на общем ощущении, что он выше звезд, что сам черт ему не брат, что он в десятке людей, определяющих устройство планеты Земля. Если любой районный мент, любой из 123 стран теперь имеет на руках бумажку, дающую ему власть бросить Путина в каталажку, то он кто угодно, но никак не мировой лидер. И никакого будущего у российской элиты с ним нет. Нам давно это было ясно. Но теперь есть ордер с печатью, где буквально это написано буквами по белой бумаге. С Путиным покончено. Посмотрите на тон, на этот увиливающий, почти извиняющийся тон, которым это дело комментируют даже такие люди, как Рамзан Кадыров. Все они хорошо понимают, а со своим поклонением Западу, искренней верой, что ярлык на власть выдают в Вашингтоне, ну уж по меньшей мере в Брюсселе, воспринимают этот кейс куда острее, чем мы. И это хорошо. Пусть задумаются. Ведь когда твоя крыша и сама под следствием, то это уже не крыша, а соучастник. Под ним не прячутся. Его сдают. До завтра.